Всем приветик! Сегодня я вам хочу показать, как я жарю свою картошку. Жарить картошку все умеют, у всех разные стили, рецепты, как готовят, а сегодня я буду как по-деревенски. Немножко сала я добавлю, немножко грибков, лучок и, конечно же, сама картошка. Жарить я буду немножко масла добавлю и немножко растительного масла. Итак, я возьму где-то 25 грамм масла. Такое масло я поставлю в холодильник. Немножко подсолнечного масла или постное масло. И теперь я порежу немножко сала тоже. Я помню в детстве, когда бабушки мы ездили, то часто на салом делала. Так я давно с салом не делал, а сегодня посмотрел, что у меня в холодильнике еще сало осталось. И для вкуса я решил прибавить немножко сала кубиками. Как по-деревенски делают. Таким образом все И теперь сейчас на сковородку. Таким образом. Так. Руки. Теперь мы включаем газовую плитку. И начинаем нарезать картошку. Не очень мелко, но и не очень крупно. Сразу помешаю. Она уже начинает поджариваться. Очень хорошо. И теперь я, наверное, сбавлю газ немножко, потому что мне не надо горелой картошки, мне надо, чтобы она поджарилась равномерно. Так, крышкой я сейчас не накрываю, иначе она будет как пюре. В это время я быстро лучок. Все сюда. И помешиваем. Я заметил, что иногда такие простые блюда намного вкуснее, чем что-то изысканное в ресторанах. Иногда хочется что-то простое. Пока это все жарится, я приготовлю мои грибочки. Грибочки уже вымыты, и я их маленькими кусочками порежу. Сразу же сейчас я их добавлять не буду, потому что они дадут влагу. И картошка вместо жарится, она будет вариться у меня там. Я уже к концу там добавлю, когда жар картошки будет большой, и тогда, когда я добавлю грибы, даже они, если добавят немножко влаги, то эта влага будет испаряться. Вот какой запах пошел. Лучок я добавил, и совсем другое дело. Я люблю аромат жареного лука.
Вот как. Ух, красота какая. Какая красота. Пока еще поджаривается, а потом мы уже и грибочки добавим. Итак, пока наша картошка жарится, я решил взять очень легкий десерт. Это взбитые сливки с кофе. Мои пацаны любят это, так что почему бы и нет. У меня осталось много сливок с прошлой покупки, а завтра пятница, завтра будет новая покупка продуктов, так что то, что в холодильнике, надо израсходовать. Итак, в первую очередь картошку мы подмешаем, чтобы она у нас не горела, а жарилась. Какой прекрасный цвет принимает. Очень хорошо. Очень хорошо. Итак, грибочки наши мы поставим пока в сторону. И займемся со взбитыми сливками. Так, немножко кофе я добавлю в стакан. И немножко добавлю воду, чтобы это кофе у нас растворилось. Потому что здесь пол чайной ложки кофе у меня. Я немножко добавлю кипяченой холодной воды. И там хорошо растворится этому кофе, потому что я сделал ошибку раньше. Я ложил кофе сразу же взбитые сливки, ну не взбитые, а самые сливки. И, честно говорю, кофе не растворялось хорошо у меня. Итак, кофе у меня растворилось, и я в чашку добавлю теперь. Теперь добавлю немножко ванилина на глаз. Ну, это на пол чайной ложки у меня будет здесь, если не меньше. Пару столовых ложек сахара и густые сливки. Таким образом. Это выглядит вот таким образом у меня. В первую очередь картошку помешаем. Так, я думаю, что теперь пора добавить сюда грибки тоже, потому что стал румяниться очень быстро, и я немножко газа сделался меньше. Вот так. А теперь будем взбивать. Мои парни любят сладкое. Кто сладкое не любит, скажите мне. Иногда, когда есть возможность, то всегда я делаю десерт тоже, что-то на сладкое. Сейчас подготовимся. Пускай грибочки поджариваются тоже. Я думаю, сейчас добавлю немножко перца. И вот таким образом. И немножко порошок
порошок чеснока. А также немножко я добавлю трафл. Это один из грибков тоже дорогих. Но порошок можно добавить. Так, это мы все сделали. Пускай она начинает. И теперь мы можем взбивать сливки. Всегда начинаю с маленькой скорости. И посмотрим, что у нас получилось здесь. Так, я думаю, что еще немножко надо сбить. Итак, у нас сливки наши взбились. Посмотрите, какой кремовый цвет получается. А теперь можно попробовать, что у нас получилось. Сахара достаточно. Маленькая горсть от кофе, так что надо. И знаете, это как напоминает мне взбитое кофе, взбитое латте. Знаете, очень вкусно. Рекомендую, попробуйте. И также эти сливки можно подавать с вареньем, с джемом. Или просто намазывать на печенье тоже. Это как хороший крем. Мои любят так взбито, безо всего так это я и сделал сегодня. Смотрите, какая красивая у меня картошка получается. Румяная, поджаристая. Пока это все жарится, взбитые сливки я накрываю, и они идут в холодильник. Все это быстро убираем. И я думаю, что нам пора подсолить и накрыть крышечкой. И оставить на маленьком огоньке. Так что пускай теперь наша картошка тушится немножко, и она быстрее подойдет. Я думаю, что минут 5 еще пойдет. Пока у нас картошка жарится, я решил нарезать немножко, у меня один соленый огурчик. Такие хорошие огурчики. Посмотрите-ка. Люблю соленые огурцы. Можно есть в любом виде. Или вместе с бутербродами. Или в салаты добавлять.
И к этому я положу еще пару соленых перцев турецких. Я их не нарезаю, а просто так положу, кто хочет, себе на тарелку положит. Все это в холодильник. Теперь перемешаем нашу картошку. О, какая красота! Какая красота у нас получилась. Все, картошка, я думаю, что у нас готовилась. Сейчас я выключаю газ, оставлю на пару минуточек, и тогда давайте попробуем, что у меня получилось. Немножко положу, потому что потом буду ужинать со всей семьей. Ну, для пробы давайте попробуем. Итак, я взял здесь немножко грибок маленький. Как вкуснятина. Вы знаете, на самом деле я вам советую, или я дал вам идею, что вам приготовить сегодня на ужин или завтра на ужин. Потому что иногда такие простые блюда вкуснее всего получаются. Ну, очень вкусно получилось, очень вкусно. Иногда, когда жаришь картошку, ты можешь добавить и розмарин, и много зелени тоже. Но в этот раз я сделал просто с грибами, и с порошок трафл. Немножечко покажу сейчас. Вот такой порошок. И просто перец, соль и немножко сала тоже. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. И если вам понравилось, то поставьте лайк, нажмите на лайк. Не забудьте, пожалуйста, подпишитесь, потому что вы мне поможете распространить этот новый канал. На этой ноте я вам желаю всего наилучшего. Берегите себя, своих близких. И до скорых встреч. Пока.